Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Угу. Виктория, что ты видишь? Я сразу увидела, услышала печаль, печать, печаль, печать. И в секторе магии увидела, как капает свеча. Угу. Кап. Кто-то, какая-то фигура стояла, и, она стоит, и как бы свечу держит, считывается догорать, а потом переносит вот сюда, в сектор принятия решений. Так, хорошо, Виктория. Я посчитаю от 1 до 3, и ты найдешь в эфирном пространстве эфирное тело Татьяны. Татьяна. 1, 2, 3. Я вижу, что она здесь. Это конструкция в ее пространстве, и от сердечной чакры, внутри сердечной чакры черная точка, и расходятся такие волны. Черное, белое, они вот так вот расходятся, и они такие неровным кругом, а вытягивается, что-то затягивается в сектор интерферентов. То есть вот так вот это вся туда утягивается. И снова слышу печаль. И это связано вот с этой свечой. Угу. Так, хорошо, Виктория. Считай эфирное тело Татьяны. Она ли это? Да, это она. Угу. Спроси у нее разрешение потрудиться с ней для нее. Она разрешает. Угу. Так, что это за фигура, которая держит свечку, и этой фигуре я приказываю проявиться в соответствии с эфирным ДНК. Я вижу, что это Татьяна. Так. Мне идет, что это вызывание суженого. Угу. Вижу зеркало, и как трюмо. Одно и еще два по бокам. И свечи стоят с двух сторон. Угу. И потом переднее зеркало так как-то нагибается, и такая черная энергия проникает в глубину души. Угу. Так. Чья это черная энергия? Хозяину этой черной энергии я приказываю проявиться. Так, тянется в сектор интерферентов. Угу. Кто в секторе интерферентом, приказываю проявиться. Я слышу, утопили. Вижу, как эта девушка идет, Татьяна, идет в воду. Она вот так попробовала гладь воды, а вода как будто бы имеет такое натяжение. И Угу. потом раз открывается портал, и она проваливается туда. И вижу в секторе интерферентов обручение, кольца. Угу. Слышу Висенте. Так, а что это за пространство? Угу. Посмотри, Виктория, что это за пространство. Это какая-то матрица. Там разные вот эти поговорки. Тили-тили-тесто, жених и невеста. Там разные карты, гадания. Угу.
В общем, связано с... Да, это Мгм. эгрегор, притяжение женихов. Оно так и считывается, как пространство жених. Мгм. Так. Мгм. Значит, вот этот ритуал она сделала. Давай посмотрим, что это за ритуал она со свечкой делала. Зачем? Спроси у Татьяны, зачем она это делает. Татьяна показывает и говорит, это мой дефект, звучит так же, как дефолт. Мгм. Она Так. вызывает суженого. Сейчас я посмотрю. Мгм. Это вызывание суженого. Подключение к эгрегору судьба. Это вижу, что внутри этого эгрегора, вот этого пространства жених, Мгм. это как черный такой шар, а вокруг как ледяное, как ледяной шар, считывается как судьба, М. программа, программное обеспечение. Это как компьютер. Так. Спроси у Татьяны, зачем она это делает, ритуал этот, зачем это ей нужно? Я вижу, что эта девушка, она в длинном платье, и она как бы пальчики обожгла. Ну, наверное, это с прошлого воплощения. Она в длинном платье. И что интересно, сзади вот пышное платье длинное, а Мгм. сзади м, на талии такой черный бант. А, Мгм. Я вижу, что этот бант, это как будто бы какой-то чертенок улегся прямо вот так туда на спину. Мгм. Он себе так, как какой-то фраер лежит, нога за ногу, как будто бы вот так на спине у нее внизу лежит, вот так вот что-то рассуждает. Так. Давай посмотрим, Виктория, события, когда этот чертенок появился в пространстве Татьяны впервые. Я вижу, что это вот это вызывание духа. Мгм. Так. Вот это снова картинка. И раз, зеркало упало. Также Мгм. звучит Пушкин, но это другое событие. То есть вот это вызывание Пушкина, это как такое же событие. А, вот это первое, потом вызывание Пушкина, а потом вижу, у нее все получилось. Эти пантерки лазят по ней. Мгм. И вот эти бомбочки оранжевые, это третье в этой, считывается комплекция. Мгм. Дальше от этого открытый портал. Буквально считывается зияющая дыра. И это в секторе магии. И это вот имеет отношение к этому, а, к этим волнам, которые выходят из сердечной чакры. Мгм. Также я вижу у нее программа предательства себя. И, ну, вот это предательство, эти как реснички из глаз, глаза закрыты почти все, и такие
как реснички в сектор интерферентов. Считываются блоки познания себя. И в секторе магии также я вижу, она находится сама у себя. Я вижу ситуацию, когда вот она бьет ребенка по попе, злится, а злится потому, что у нее вот этот эгрегор власти над душой, судьба. И в этой программе «Жених» вот это черное кольцо и вот этот чертик, который лежит вот там на спине. И вдруг она его увидела в том воплощении, в той ситуации. А он лежит, и вот так считывается Висенте. Он на самом деле считывается как подкаблучник. Под каблуком у женственных программ, то есть слабак, слабый, безбрежие, подвержен программам жертвы. Также он считывается как искуситель доброй души. Так, давай посмотрим, Виктория, почему Татьяна позволила этому чертенку проникнуть в пространство, где крючок и зацепка. Она сделала ритуал, она предала себя. Я вижу в секторе интерферентов появляется, она как будто книгу такую достает, пыльную, и сдувает пыль. Говорит: мои прежние воплощения. И открывает книгу, а это как будто такой механизм, как шар с такими какими-то рессорами, какие-то вот такие штуки, вот так скрипом открывается. И я вижу, что когда оно вот так приоткрылось, она так смотрит в сектор будущего и первотворца, а там такой черный шлейф. А там, где вот вход в живые пространства, то есть сейчас ее душа находится в мертвых пространствах, дела мертвые, вот эти вызывания духов, вот это все. И там, где переход уже в живые пространства, там вот этот чертенок, и он таки, когда только посмотрю, слышу Висенте. Вот, и он там тоже лежит. Так, понятно. Так, Виктория, ты говорила там, в секторе магии она сама. Спроси у Татьяны, видит все ее вот эти ритуалы, которые она, эти вызывания духом, к чему приводит? Видит ли она это? Она вот так тяжело вот это приподнимает, вот эти как будто эти импланты на глазах, предательство себя. Очень тяжелые. И она так приподнимает и отодвигает, и ее живая энергия красиво так вертится. А вот эти программы, они статичны, вот так, очень тяжелые. А ее душа, вот так энергии все движутся. Она говорит, что она видит и ничего поделать не может. Почему?
Мгм. А Спроси, она почему. вот так показывает в секторе интерферента и говорит: «Мой дух там». Так. Так, давай посмотрим, где ее дух. Там появляется так, как будто огромный кракен с щупальцами. Вижу такой маленький странный рот, Мгм. будто бы приоткрыт, и какие-то зубы странные. А она как будто вот внутри, в желудке. Мгм. Так. Там вижу, там такая стоит постель, кровать стоит, как будто такая советская, железная и на колесиках. Она ходит там, как считывается в лунном свете. Вот так вот ходит, и эту кровать так подвигала, и смотрит, и как будто бы в ночной длинной рубашке, и ложится туда, на эту кровать. Мгм. Так. Сейчас я посмотрю. Так, она легла, и как бы такой щелчок, выключился свет. А, Мгм. И вижу, что когда свет выключился, то вокруг такие вот с- сгустки черных энергий. Мгм. Считывается ярость. Так. Так, а вот эта ярость, это чья энергия? Кто хозяин этой энергии ярости? Я приказываю ему проявиться. Считывается мертвый дух. Так, кто это мертвый дух? Приказываю ему проявиться, соответственно, с эфирным ДНК. Вижу, что этот дух черный. Он расходится как кракен с такими Мгм. вот отростками из сердечной чакры существа, которое стоит вертикально, как человек, с крыльями, крылья черные, и сильно вот так все тянет. Ноги по колено черные, и крылья, как в мазуте, вот это все вытягивает черное. Считывается Люцифер. Мгм. Так, понятно. Спроси у Татьяны, или считай лучше информацию, есть ли подписанный контракт у Татьяны с Люцифером? Она говорит: «Мой дух там». Мгм. И я вижу, что этот Люцифер, вот сейчас он смотрит вот так на себя, на правое плечо, на левое плечо. И когда я смотрю, как он это делает, я вижу, что образуется такой кристалл, считывается кристалл души. Вот такие какие-то точки, и оно вот так как-то, как кристалл, а, ну, соединения электрические, энергетические Мгм. от этих точек. И, это вот его чакры. Вот. Мгм. И я вижу, что в каждой чакре а, она там. Вот это как на кровати на железной. Считывается коммунистический режим, какие-то события там. Мгм. И я вижу,
там эти события, вот это событие с этой женщиной, когда она дочери, считывается, шептунья. М. Считывается, что она в этот момент подсоединилась к эгрегору. Ярость, потому что у нее была эта зацепка. Это девушка, Татьяна ее зовут, с этим бантом. И она вот там стоит сейчас с этими свечами и смотрит назад себя и видит этого чертика. Она осознает, происходит осознание, эта энергия, этот чертик с этим бантиком уходит, ее вот так как третья чакра была, как в кольце. Это все расширяется, и она выходит, и там все сияет. И я слышу такой вдребезги разбивается стекло. Вот это зеркало, Мгм. оно разбилось, и вот этот дух так резко поднялся вот к сектору, где переход из мертвого пространства в живое. Он как-то вот так поднялся, и такие, как царапины остались от когтей, и не может удержаться, падает. Мгм. А с нее тоже вот так это черное. И я вижу, как она отказывается делать этот ритуал. Я Хорошо. вижу, как она вот так берет вот этого Висенте и туда, в это зеркало, и вот так схлопнула, что-то пишет. Сейчас я Так. посмотрю. Мгм. Говорит: отказываюсь продавать себя. Отлично. И в этот момент я вижу, как с того пространства, где эта девушка под покрытием ночи, то есть вот этих программ, а, лежала на этой кровати. Она как бабочка вылетает, маленькая, потом начинает расти. И я вижу, как она вытягивает свои энергии с этой энергетической системы этого Сатанаила. Мгм. Так, сейчас проявились, я вижу оранжевые сектор А, магии, оранжевые такие шарики. мгм. Так, а кто находится в секторе магии, ему приказываю проявиться в соответствии с физическим ДНК. Я вижу, что эти апельсинки, шарики, Мгм. прямо считываются апельсинки, они вот так повторяют мертвую конструкцию мертвой души, которая была у Сатанаила. Вот так, только большие такие оранжевые, а, Мгм. а внутри черный портал, через который вот так прорываются внутрь пантеры в сектор принятия решений. И вот здесь где-то на уровне плечевой, плечевых М. Чакр. сердечных чакр, Мгм. там какая-то оранжевая полоса пошла, как поле, считывается поле такое коричнево-оранжевое. И я вижу Землю, как из космоса. И вижу, что считывается это полотно, э, э, накрывает такое полотно, такая полоса, Мгм. как в море я видела, как речка впадает в морскую воду, она не смешивается. Видно такие потоки. Так и здесь вижу прозрачная ноосфера над землей, и такая вот эта оранжевая полоса пошла.
И очень сильно светится сектор миссии. Мгм. Там свет идет белый. А здесь такая конструкция, вот эти апельсинки. Мгм. Внутри это все тоже черными, между апельсинами черные, ну как трубочки такие. И идет такой черный поток, который превращается в этот коричневый. Это предательство рода человеческого, эти энергии. И они вот так идут по ноосфере, а потом я смотрю, куда. Они вот так в Мгм. космосе, а потом вот так как-то раз и расходятся такими лучами, считывается к определенным людям. Мгм. Вижу Татьяну, они считываются как вызыватели духов, Мгм. душ умерших. И сейчас я смотрю, и еще одно событие, вот вызывание Пушкина, дух умершего. Сейчас я посмотрю. Мгм. Татьяна же отменяла этот ритуал. Я вижу такой палец черный, который говорит нет. Вот так. Вот так движется. Нет. Мгм. Так, чей это палец, ему я приказываю проявиться. Я вижу, что так, этот палец, извиняюсь за выражение, и он вот так отсюда ушел в сектор магии, и к этому человеку, который в секторе магии стоит, а ему из этого пальца вот так вот, который говорил нет, оно как писюн ему прирос туда между ног. Мгм. Так, то это на физике, вот это мои секторы магии, я приказываю ему проявиться в соответствии с физическим ДНК. Я вижу, так, борода, вот эти глаза, и он как будто в рамочке в какой-то сидит, как паук за рамкой, а с этой стороны Татьяна и такой символ, как паутина. И он Мгм. говорит, что она призывала меня. Я слышу Илья Монастырский. Мгм. И тоже у него на ногах, где ноги такие, как каблуки, то есть тоже эти самые программы. Ам, Мгм. Типа подкаблучник? Что это да, за... Мгм. да, подкаблучник. Ам, Так, а у кого он? Женский феминизм. У него прям не мужской, а женский. Мгм. Так, а вот это подключка у нее к пиндеру чью-то какому-то подключена. Кто обладатель этого, хозяин пиндера этого, приказываю проявиться. Вижу, появляется Илья и Мона. У Ильи этот пиндер, он привязан к сектору интерферентов и как волны вот так вот движутся, а на нем лежит Мона на этих волнах. И у нее у нее такая же конструкция, ам, у нее тоже через нижние чакры вот так, такие оранжевые вот эти выходят энергии, и вот прямо над ней вот эта конструкция, как а, кристалл души с этих Мгм.
там открытый портал. Считывается Так. собирательница душ. Мгм. Так, Виктория, я считаю, связан, есть ли у Татьяны контракт, связанный с потерями вот этих частиц души? Я вижу, что вот эти все конструкции, они притянулись на вызывание духов Мгм. этого в том Пушкина. воплощении Пушкина и вот этих всех помощников. Мгм. И сейчас я посмотрю, я вижу, что энергосфера Татьяны как такая бугристая, то есть неровная, считывается безразличная к личной своей судьбе. Мгм. И вот Так, эта книга, которая вот в этой конструкции. да, книга интересная. Давай посмотрим, что это за книга, Виктория. Я вижу, она ее вытаскивает, как будто бы за верх вот так взяла, а эти странички вниз. И Мгм. она вытаскивает эту книгу из такой черной жижи. И эти черные энергии, они так соскальзывают. И она ее вытащила и раз так раскрыла. Так, как Но она считывается? не видит, потому что у нее вот эти ресницы черные, они уходят. Она смотрит как бы в эту книгу, Мгм. но зрение приковано, вот так обходит стороной и утягивается внутрь порталов в секторе интерферентов прямо в душу дьявола. И я вижу, что в его этой конструкции души есть Мгм. ее Энергия. потенциал, Частички. таки слышится, потенциальный, Мгм. потенциальный, Татьяна. Так, ну хорошо. Скажи Татьяне, что ее рационально хочет, то есть не хочет, а отказывается от всех ритуалов вызова духов и предательства ее. Пусть она в каждом моменте откажется от всех этих ритуалов. Я вижу, она, вот этот ритуал со свечами, она вот это складывает, этого Висенте, как фартук, вот так снимает. Мгм. Так, и потянулась в сектор жертвоприношений. Я вижу, что там свадьба, как бы роспись, они расписываются с Висенте в этом воплощении. Мгм. А считывается, продала себя, продала. Прям Мгм. продала, как будто за копейки за какие-то. Ясно. Так, я спросил Татьяны, хочет ли она отменить, продавать ее и расторгнуть этот контракт свадебной церемонии и отказаться. Я слышу, вижу, что она вот так, как будто бы свадебное платье, вот так снимает и прямо затаптывает в тот портал и снимает это кольцо. Оно ее жжет и как-то внутрь прямо проелось. Мгм. Вот. Хорошо, пусть отменит, если она хочет, пусть она отменит эти ритуалы знакомства с этим Висентом и отменит это бракосочетание.
Я вижу все, оно сейчас нужно посмотреть, э, отменяет вот это вызывание духа в том воплощении. Мгм. И я вижу, как тот дух, она вот так как выходит с нее. Дух Хорошо. безбрежия. И она с этого пространства мертвого переходит в живое и выталкивает как металлический диск правой Мгм. ногой. И я вижу, она в позе медитации, и я ей передаю, что ее рациональная часть хочет отказаться от вызывания Пушкина и от вызывания этих помощников, потому что я ей говорю, чтобы она посмотрела, где ее резерв, где ее душа. Мгм. И она смотрит внутрь себя и видит, что вот эти все вызывания духов, это бабушка-шептуха, они из внешнего пространства, они вот так в этом веере, вот как зонтик сложенный вот так. А ее душа вот там как бы на ниточке, Мгм. там как спит на этой кровати. А ее там улюлюкивают эти духи агрессивные, и эти колесика там как бы катают эту кровать. А эти Ага. программы успокаивают. Типа все Мгм. хорошо, все нормально. Так, покажи этой Татьяне, видит она это, что Она это происходит? видит. Мгм. Пусть она своим сознанием отменит всякое вызывание этих помощников и запретит всем этим духам э, проникать в ее пространство, и выталкивает пусть из себя все чужеродные энергии. Сейчас я вижу, как вот эти апельсинки, это кожура такая, ну как обычная апельсинковая кожа с этой конструкцией. Это как охранное бюро. Эта программа, вот эти апельсинки, она вот Мгм. так, уходит. Это, обмануть духовное зрение. И эти уходят в сектор, ну, к Моне и к Илье, а внутри остаются черные, считываются лысые, ам, конструкции. То есть, этот портал для вхождения духов, он вот так, а, держится на таких, конструкциях, как армированная, как арматура, Мгм. на распорках как будто. Сейчас я посмотрю, Ага. какая сила здесь. Мгм. Так, я слышу, мой быт, какие-то мебель, кровать, быт деньги отдает, решающие моменты. Мгм. То есть, вот эти события, а, считывается привлечение несчастий, предательство себя. То есть вот эти события, когда она предавала себя. И снова вот эта бабка появляется, шептунья. Мгм. Да, хорошо. Пусть Татьяна зайдет в тот момент, когда она позволила этой шептуне воздействовать на нее, на ее дочь. Пусть изменит эту ситуацию, как сейчас считает нужным. Я слышу, позволила убить дочь. И вот эта зацепка, какая-то жуткая история, а она вот так взяла, как будто примерила эту историю к своей дочери. Мгм. Это когда она читала историю чьей-то болезни там. Да, да. Ага. Так, пусть она
зайдет ее сознанием в тот момент, связанный с этой книжки «Описание болезней», отменит все негативные воздействия и сделает так, как считает нужным, чтобы быть свободным от всего этого антимира и негативных воздействий. Я вижу, что она вот так расширяется изнутри, и образуется такой, выталкивает вот эту конструкцию. Я вижу, что вот эти все события, предательство себя и других, это как конструкция, за которую цепляются вот эти ведьмовские программы, вот как вызывание духов, Ильи, там вот это все. Это как зацепки. Мгм. И Хорошо. эта Пусть она... арматура, она падает, уничтожается, когда я слышу осмысливание. Происходит осмысливание, и вижу, как ее вот эти считываются волшебные энергии, вот так просто выходят с этих черных конструкций. Мгм. Хорошо, пусть она очищается от всех негативных вибраций, от всех негативных энергий, очистить ее память от негативного опыта, А поднимается вот вверх. этот дух, он считывается как Вельзевул, вездесущий, вот этот черный дух. Я вижу, она освобождается, поднимается вверх. Я ей передаю, чтобы она посмотрела, где она предавала себя и расторгла все эти контракты и отменила все решения. Мгм. Жертвовать собой, жертвовать родом. Пусть все предательства себе она отменит. Появилась в ее пространстве, в секторе магии, э, бабка-еврейка. Я слышу Вика. Мгм. Имен. Да, муж этот. Да. Этой... Мгм. Виктория. Я вижу, что муж, этот Мэн, у этой бабки, вот эта бабка сидит, э, вот так ноги в раскорячку, как у этих программ, не имеющих смысла, как у Ильи, вот так вот, это безобразие. Мгм. И у нее, у этой бабки, вот так от сердечной чакры, как такой пузырь какой-то. И там находится в этом пузыре, слышу Мэн, вижу его. Он так в черном таком, как в черном пузыре. Я Мгм. слышу, как расторгнуть помолвку. И получается, этот Мэн в этом пузыре у нее подпитывает ее агрессию, а, к, Вика от Мэна имеет подключку или привязку к его сердечной чакре и находится Мгм. за пределами с другой стороны. То есть она их разделила в два разных пространства. А в этот момент Татьяна смотрит, а у нее руки вот так вот черные. Мгм. Она, и снова слышу, нарушила судьбу. Мгм. Так, спроси у Татьяны, видит ли она последствия обращения к этой еврейке? Да, она видит. Она Мгм. предала свою дочь, своих детей и себя, когда обращалась за советами, к этим
черным магом. Она считывается как черный маг. Мгм. Так, хорошо. Рациональная Татьяна хочет освободиться от всех этих обращений. Пусть она откажется обращаться к ней и зайдет в своем сознании в тот момент и отменит посещение этой еврейки и слушать подругу в этом вопросе. Пусть она откажется от этого. И я вижу там такие деньги, так ты шелестят. Эта Мгм. ведьма вот так как бы показывает деньги. Сейчас я ее спрошу, что она делает в пространстве. Вики, Мэна и Татьяна. Татьяна. Мгм. И она говорит, что Татьяна принесла их, Мэна и Викторию, в такой корзинке. Вот она как будто бы несет, как красная шапочка к бабушке идет в Мгм. корзинке. И потом так раз открывает эту корзинку такой простынкой. И это имеет тоже отношение, как эта девушка там лежала вот на этой Мгм. кровати Каталоги железной. кровати. Мгм. Да, открывает, и я вижу, она дает считывать эфирное ДНК ее детей, Дочь. Мгм. да, и себя, естественно. Она отдает буквально в руки. А, и я слышу шантаж. Я говорю этой ведьме, что она нарушила законы Вселенной, она не предоставила всю полную информацию о том, что она будет делать, какими методами. Она не предоставила всю информацию, хотя обязана была по законам Вселенной предоставить все. Я ей приказываю сейчас, немедленно, Мгм. Татьяне представить всю информацию о том, что она будет делать. И я вижу, она показывает, и идет такой портал, вот он раскручивается, от него Мгм. такие расходятся в стороны, как туннели, в которых находятся как гробики такие, как бруньки, так, почки листочков, вот что-то такое. И я вижу, что там лежат жертвы уныния, и там Татьяны душа, и Вики, и Мэна, и других людей в той конструкции. Ага. Так. И эта вся конструкция прямо тянется к этому Люциферу, который там в секторе интерферентов. Прямо это как будто этот портал вырастает, как его пиндер. То есть он питается этими душами. э, и я вижу, как энергию он высасывает, и потом через этот пиндер у него вверх поднимается, и вот так в эту Мгм. конструкцию, скажем, его мертвой души. А все программы, они двухсторонние, то есть и получается, это вот душа этого Люцифера, как кристалл мертвая, и такие же и живая душа тех людей, которые обращаются к этим так называемым целителям, гадалкам, обретает такую же форму и тоже кристаллизуется и превращается в мертвую. И сейчас мне вот эти слова снова я слышу, как в Библии написано, что живые мертвецы, то есть люди, которые совершают мертвые дела. И Мгм. так и написано мертвые дела, то есть их поступки мертвые. И вот эти обращения к этим демонам — это мертвые поступки, которые умерщвляют собственную душу. И вижу, как слышу, так как буквально кричит
Татьяна, Вика, и бросается к этой ее душе, ее дочери, которая закрыта в этих. Я ей передаю, что рациональная часть хочет отказаться и отказывается от всех похождений с ее дочерьми, потому что я вижу, она тащит за руки двоих. Я сказала, что услышала, как она закричала «Вика», и я видела, как она идет и ведет дочерей маленьких за руки к этим колдунам. Мгм. И потом она говорит: "Я отказываюсь быть sold, быть проданной". Мгм. Хорошо. То есть тогда Татьяна расторгнет все контракты с этим Люцифером и приказывает всем этим интерферентам, духам, программам забирать все их воздействия, последствия воздействия, и дает им карму. Что интересно, сейчас я вижу, как такой столб появился. Он считывается соляной. Я Мгм. подумала, почему мне по-английски вот это sold? И Ага. оно а соль — это как salt по-английски, то есть тоже очень похоже. И я Мгм. вижу, что вот так где-то, где правая нога, вот такой, Так. знаешь, как будто такой столбик, в который можно зайти. И вижу, что она там как будто бы вот так трогает, как бы, ну, прямо соляной столбик. Вот такая конструкция, как кристалл. И с одной стороны дверца там, но она черная. Так. Он был такой, как портал весь, а потом вдруг начинает отсоединяться, как лифт, а, Мгм. и подниматься вверх. Я вижу, что появляется ее высшее я. Сейчас я хочу посмотреть. И это вот этот столбик, он связан с ее вот этими программами смотреть назад. Смотреть назад. Сейчас я посмотрю, что это и когда впервые Мгм. у нее это появилось. Смотри, Виктория. Я слышу, кто-то говорит: "Не смотри на месть богов, а то умрешь". Так, кто это говорит? Приказываем ему проявиться. Сейчас я посмотрю. Мгм. Я вижу, что как будто такая энергия ее вот так как колпаком накрывает. Какая-то фигура, этот дух, считывается средневековье, какое-то воплощение, духовный блуд. Так. Мгм. И, я слышу Лот. Лот. Вот. И он идет, и двух дочерей вот так ведет за руки. Ам. Так, Так. сейчас я вижу, как на физике у него какая-то полосатая, как накидка, и на голове такая штука, как у арабов. Мгм. А она говорит: "Я подожду здесь". И я вижу, что она что-то ищет.
А, она как будто бы, под собой, под ногами, выкапывает клад, я слышу, клад. М. Я вижу, М. как у нее очень сильно ее тянет, к дому. Считывается еврейская диаспора. Мгм. Дом такой. Она что-то оставила в доме. Она говорит клад. Деньги. Это как горшочек с деньгами. Золотые монеты. Она оставила. И вот эта конструкция, я вижу, у нее на глазах появляется. Считывается вот эта ситуация уйти от возмездия. Там битва идет. Битва Так. богов, демонов каких-то. Мгм. Я вижу, что там, этот портал открытый, и слышу Илья, вот эта конструкция. Мгм. Вот. Так, Эти демоны, э, портал открытый, они бьются о Содом и Гоморра. Мгм. И в пространстве светлом я вижу, такие боги, они вот так, как ангелы большие, такие огромные, смотрят и вот так. Один из них, вот так делает. Хм, типа, что же делать? так. Считывается, я слышу так: обрели опыт. Татьяна стоит, как, вот оно вот так считывается, как пограничный столбик Мгм. внутри, и вот так, он такой прозрачный, как, стеклянный. Салт, так и звучит. И она там внутри. Так. А А почему он? вход, дверь ей, кто-то не пускает выйти оттуда. Там есть дверь, она черная, закрыта. Кто-то не пускает из сектора магии. Мгм. Там, я вижу, сидит колдун. Вот этот маленький, э, Черномор. Черномор. Мгм. Этот сидит, в этой с бородой и на пальцах скручивает, то есть он магичит, создает вот эту, считывается, путаницу. В Ага. этом воплощении, демонстрирует этого духа Илья. Имона, так и звучит. Это предыдущее воплощение Ильи. Мгм. Одно из предыдущих. Да, ну, это то, где он там это Мону подцепил, это вот это. Одно из первых, И связанное с землей. но я не буду смотреть сейчас. Я Давай. Мгм. просто вижу, я, когда первый раз чистила Мону, то она сама с Еленой чистилась сначала, а потом ей стало очень плохо. Я ее когда, ну, сама уже почистила, с Еленой, то я увидела, что она разрешила этому карлику остаться в ее пространстве. Говорит: "Ну, пусть посидит там", типа. То есть оставила его, не было вот такого четкого. Я его тогда впервые увидела. Хотя я не знала, кто он, потому что он еще на физике не проявился. И вот он сидит, я вижу, и вот эту штуковину,
кристалл этот черный, эти нити запутывает, создает кристаллическую решетку мести душам светлых богов. Так, вижу, как, какое отношение вот Татьяна имеет к нему. Ты сказала, что он дверь подпирает, не дает выйти. Да, ну почему? Так, я Значит, у этому, нее какой-то контракт с ним есть? да, спроси у Татьяны, есть ли у нее контракт с этим или... А, вот он, что она говорит, что она вот так берет, как будто бы мысленно возвращается в тот дом, и вот этот горшок из золотом ему отдает. Я вижу, что она буквально считывается, зажала вот так. Ей жалко было оставлять в доме богатство, и таким образом она своими мыслями, своей душой как бы осталась в этом загнивающем городе. Мгм. А сейчас, то есть нужно было как бы откупиться. Так, Я смотрю, что она быстро-быстро вот так раскапывает этот клад и отдает Илье в руки. мгм. И этот столбик, в котором она стояла, он вот так разверзся просто, как цветок. И она взяла ключ, и я вижу, что она открывает, вот где эта ведьма еврейка была, то она вот так этим ключиком, Татьяна, открывает эту конструкцию. Вот такая спиральная конструкция, как вокруг черного портала, с такими отростками, на которых вот такие вот тоже столбики, где эти души считываются Так. как погребенные, как погребенные заживо. Она достает Викторию, и я Мгм. вижу, что она А, вот 50 гривен у нее выходит изо рта, уходит в сектор интерферентов. Считывается тоже, как откупилась. Понятно. Так, есть ли контракт какой, Виктория, подписанный с Ильей? На что она согласилась с этим Ильей в том воплощении? А я вижу, что а, это идет как дух, как визивул. То есть вот эти отростки, которые я вижу, это люди, которые выполняют волю Вельзевула. То есть наполняются его духом через мертвые дела, через гадание, я слышу, гадание, ворожбу разную. Мгм. И у нее контракт как бы не с ним, а с этим Завалом? духом, с духом, то есть дух против духа. Ее дух, она говорит убрать матрицу смерти. И все больше и больше расчищается сектор миссии. Я слышу, получила опыт. Мгм. Да, это контракт с Вельзевулом. Мгм. Давай посмотрим этот контракт, Виктория. Пусть, С Татьяна Сатанаилом.
А Вельзевул — это как его дух, как вот этот кракен или вот это все — это дух. То есть это те, скажем так, вирусные программы, которые распространяются по пространствам и проникают в те души, которые позволяют своими поступками выполняют волю этого духа, которые не сопротивляются этим магическим программам его. Мгм. Да, Виктория, посмотрим, какой контракт с этим Люцифером заключила Татьяна. О чем они договорились. Так, вижу, очень ярко ее лицо увидела и очень яркое свечение, такого как золотого цвета Мгм. в секторе миссии. И Так. она говорит, появляется и как будто бы рукой, вот там, где эта девушка на этой железной кровати. И она говорит, что вот так слышу: "Разбудить дохлую душу". Почему дохлую? А. Так, и что это за душа? О какой душе идет речь? Что это за дохлая душа, Виктория? Я Что-то не вижу, по... что это, а, вот этот столбик, он, вот так, вижу, как песок, пустыня, и вот так вырастает. А она внутри, дохлая, потому что, а, слышу, идти на уничтожение, как мертвая, не живая. Живые, как мертвые, а не живое, как дохлое. Мгм. Так, значит, разбудить дохлую душу. Давай посмотрим этот контракт подробнее. Я вижу, она стоит перед этой дверью и стучит. И стучит, и вот так этот жест я вижу. То есть в эфирном пространстве, то есть между воплощениями. Этот Мгм. черный шар, сейчас я посмотрю, что это, считывается чужеродная матрица, мир мертвых, дохлых душ. Не мертвых, а дохлых. Мгм. Также почему-то вот так идет вот эта поговорка «сдохнуть от зависти». Это вот эти программы, э, сравнивать, завидовать, то есть ну, зависть появляется тогда, когда не хватает собственной энергии или когда человек не хочет ее отыскать. И вот она стоит там и стучит. Я Так, вижу, появляется какой-то, который ей вот так кланяется, приглашает войти. И она идет. так. Кто А, это там приглашает? Кто он такой? Приказываем ему отвечать. Он имеет отношение к магии. Мгм. Так, Я слышу Илья, и я вижу этого человека, который сидит, и он трубку курит. Трубка черная, как наркоман какой-то, что ли. ага. Но сидит он в таком разноцветном полосатом одеянии.
Я вижу, М. что у этого человек, который а, с Лотом, с ее мужем, имеет какие-то деловые отношения. Они что-то решают. А она как хозяйка дома. Мгм. Я слышу, что он ее подкупает. Вот она руки вот так как-то вытирает. Он ей что-то постоянно дает, и она прячет. Так. Спроси у Татьяны, что это за сделка у них? Что он ей дает? Я вижу, он вот так к ней, как будто бы вот так рукой по лицу. Мгм. Так. То есть он проявляет к ней знаки внимания. И я Мгм. вижу, что на это она разрешает, ей приятно как бы. И на это притянулась, я вижу, тоже ситуацию, когда вот ну, идет мне на речке. Вижу, приставал друг брата. Мгм. То есть повторилась ситуация. То есть, так. И она Понятно. складывает что-то. Вот эти оранжевые, я вижу оранжевые штучки, складывает. Сейчас я посмотрю, что это за. Они как апельсинки маленькие. Мгм. Посмотри, Виктория, что это такое. А, Считывается догма верности. Так. Что это за догма такая? Быть связанным. Она говорит, я смотрю, быть связанной а, с антимиром, любовными узами. То есть любить, Мгм. ну, буквально считывается дохлятину. Потому что все эти мертвые энергии, они э, воняют, серой воняют. Мгм. И запах серы везде. Так, а Татьяна видит это? На что она идет? Что это за долг? За догма верности? Это да, это предать мужа. Я Мгм. вижу это, и считывается, что муж, как олицетворение первоисточника. От него идет, любовь и забота. А она, как бы его обкрадывает и, собирает вот эту энергию, догма верности антимиру. Ага. И это она отдает этому колдуну? Да, она ему отдает, Так. А что а она он получит? ее цепляет, я слышу. А она получает, э, я слышу, милость. То есть он её на нее просто так, какие-то знаки внимания, вот так этой тыльной стороной руки, вот так как-то ее по лицу проводит. То есть дает надежду, но ничего конкретного. Так, понятно. Так, как это с контрактом относится? Вижу, что сейчас вот этот столбик и этот дом,
То есть в этом доме это произошло, и поэтому ее туда как бы тянуло. Я вижу, как вытаскивается огромнейший пласт информационный. Вот как эта книга вытаскивалась вот так, и с нее вот так отползали вот эти черные энергии. Так вот эта сияющая ее душа выходит. И я вижу, она отменяет это, снимает из головы такой имплант, как будто Мгм. такие какие-то цеплялись вместе с этими ресницами. Я вижу, как они идут вверх все втроем, четверем. Ее муж взял на руки и как бы понес, и дочери идут рядом. Мгм. И я вижу, что черные энергии от этого лота ушли, потому что он из-за нее стал источником блуда с дочерьми. Я вижу, как черная энергия с его пениса ушла, и они все вчетвером, как ангелы, полетели. Это я Мгм. их видела там. Они вот там были, вот эти огромные. Ага. И сейчас я вижу, как она этот столбик вот так взяла, перевернула, как вверх дном, Мгм. и как с нее эта соль осыпается, и она оживает, а вся ее энергия уходит с этой конструкции этого сатанаила. Я ей передаю, чтобы она полностью отказалась соприкасаться с... Вот она вот эту отдала, пощечину эту получил. Тот, что поглаживал ее по лицу. Домогался фактически. Ага. С братом это в речке ситуация, да? Эта Нет, ситуация. я вижу ту ситуацию, она ам, а, вот этому человеку, колдуну этому, который бизнесмен был, М. Шатре, это, ну, хорошо, я понял. Мгм. да. Ам, Да, хорошо. Пусть Татьяна полностью расторгнет эти все контракты с Люцифером, с интерферентами, прикажет им забирать все ихние воздействия и отдает им карму. да, я ей передаю вот это красное лицо с левой стороны. У нее до сих пор так горит, чтобы она очищала себя от любых притязаний антимира к ней. Я вижу, как она вот так приклеилась, взяла под руку своего мужа, М, и все это пространство разрушается. Отправляем портал на утилизацию. Я ей передаю, чтобы мгм. она расторгла все контракты и соглашения с антимиром. Да, пусть она все решения, связанные с антимиром, передавать ее саму и дочерей также как-то воздействовать с антимир. Пусть все эти решения она отменит. Я вижу, они идут в том воплощении, за ними вот так над головами летят такие, как снаряды. Мгм. Они летят как от творцов. Мгм. Прямо, Прик и они вот так идут, и такой ветер, и они так вчетвером идут, Мгм. и она не смотрит назад. Я ей передаю, чтобы она оживила свою сияющую душу от всех мертвых программ, зацепок, прицепок, и расторгла этот контракт с Сатанаилом. И вдруг такая я слышу печать.
такое пух, огромная печать появилась, Мгм. как будто металлическая дверь, круглая такая. И такая инкрустированная узором таким геометрическим. Сейчас я посмотрю, что это, кому Что это за, принадлежит. да, что это за печать? Хозяину этой печати я приказываю появиться. Я слышу догма, догма смерти. Вот эта печать, печаль, ну, смерть и печаль – это одно и то же. Догма смерти. И я вижу в этой печати такая, как ручка, пупырышек сверху. И это вот этот столбик, в котором она была. Я вижу перед ней такая черная книга. Мгм. Ладно. Так. Что это за Она книга такая? говорит, что она не могла выжить много столетий. М. Показывает 2, по-моему, 2 тысячелетия не могла выжить. А что это значит, не могла выжить? Сейчас я посмотрю. Она Мгм. перелистывает эту книгу, слышу соглашение, и вот в сердечной чакре вот у нее такая, это, что я вначале видела, ам, точка. И я вижу, что она открывает вот эту дверь, и оттуда выходит, щас кто-то вылетает, как ангел. Мгм. Говорит, что это ее душа взаперти была, Мгм. в заключении. Так. И Пусть снова я Татьяна. вижу, как она вот так как бы ищет, не может выйти. Мгм. Я ей передаю, что ее рациональная часть отказалась от всех взаимодействий с антимиром. Мгм. И снова она вытаскивает из этой черной книги вверх вот так вот сияющую огромную книгу. И эта книга звучит как род человеческий. Мгм. И оно как ну, сияет вот так. И она ее вот так переворачивает. И вижу, что это стало а, считывается как небесная твердь. Как вот это оранжевое было над нашей землей, то сейчас вот это сияющее. Мгм. Считывается платформа жизни. Я ей передаю, чтобы Татьяна во всех воплощениях, во всех моментах, где она теряла частицы ее души, возвращала весь ее потенциал, все частицы души и отказывалась принимать в ее пространство энергии злости, дисгармонии. Я вижу, уходит вот этот, где она ребенка била, Мгм. чтобы она наполнялась своей собственной энергией радости, гармонии жизни, процветания. И вот этот горшочек с этими апельсинками – это то пространство, я вижу, откуда черпал Илья эти апельсинки. Потому что ничто ниоткуда не берется. Чтобы что-то
Сотворить Да. нужно энергию откуда-то взять. Мгм. Если энергия откуда-то куда-то прибывает, значит, откуда-то она убывает. Мгм. Вот. Хорошо, пусть Татьяна забирает из всех Она мест, где каждую эту апельсинку вот так разбивает, как топором, разрубывает. И я вижу, как с нее вот эта вся конструкция вот так считывается, сгнила и уходит. Просто вот так уходит с нее вот эта конструкция мертвой души. И я вижу, как все фракталы красивой энергии. Она М, поднимается вверх, и я слышу, она взяла, повернулась в сектор первоисточника, и я слышу: "Я свободна". И она берет вот так, такие, как книга была, и она берет, это она информацию передает всем. И, раздает, и радостно радостно говорит: "Я свободна, я освободилась". здорово. Хорошо, Виктория. А, Пусть тогда Татьяна достанет ее эталон, ее эфирной ДНК, приведет все ее тела в соответствии с этим ДНК, очистится, все чужеродное на аннигиляцию, наполнится энергией, жизнью, гармонией и поднимается вверх. Сейчас ее энергосфера правильной формы, сияющая, и она вот так говорит, что расторгла свой главный контракт с Хорошо, Люцифером, так и сказала. здорово. Татьяна хотела родить ее детей заново, чистыми и без подключек. Пусть она это сделает. Мгм. Она это делает. Пусть очистит и ее дочерей, наполнит энергией, жизни, гармонии. Да, она это делает. Хорошо, Виктория. Да, хорошо. Посмотри на Татьяну, как она сейчас выглядит. Сияющая, считывается радость, гармония, энергосфера правильной формы. Хорошо. Ладненько. Я тогда думаю, спросил Татьяну, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Да, все, и она уже и передала информацию. Мгм. Ну хорошо. Хорошо, главное сделаю. Тогда прощаемся с Татьяной. Мгм. Оценяйся, Виктория, от всех и всего. Да. Проверяй твое личное пространство. Мгм. Открывай порталы. Наполняйся энергией, жизнью, гармонией, света, счастья. Мгм. Мгм. Поднимайся максимально вверх. Да. Хорошо. Я, Виктория, посчитаю от 1 до 3. Ты выйдешь в физическую реальность, где с тобой разговариваю. Будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся.